Ягуаро. Господи. Теперь кидай еще раз кубик и тебе надо назад теперь идти. Кидаешь ходу 4. назад. 4 назад. Так, 1, 2, 3. А что? Наконец-то эта праздничная суматоха улеглась, и теперь пора тихих, семейных, уютных вечеров. Если до праздника дети были такими взвинченными, активными, то теперь потихонечку успокаиваются. Муха. Живая? Живая, да. Так проснулась. Ну, это не муха, конечно, жук какой-то, ну проснутый, да. Уже набрали снега. Когда затопится печь, тепло станет, и все это растает, превратится в воду. Здесь на самом деле есть вода, но летом. А зимой все отключено, поэтому такими вот способами выкручиваемся. Другой лопатой это неудобнее. По максимальному Леня берет чистый снег, чтобы нам потом песком не было эффекта скраба для тела. Да нет, можно чуть-чуть травинок только. Кстати, полезно. Чуть-чуть земельки. Здесь ромашечка растет. Ничего страшного. Для тела, да. Даже навоз попадется. Ну, навоз-то не надо уж. Качельки наши. Мы в прошлом году летом не ездили. Получается, уже второй год стоят, да? По-моему, Леня, они покосились налево. Вот сейчас я вижу, да, вот это наклонена, а вот это вот прямо стоит. Надо будет летом, если приедем, поправить их. Набираем во все имеющиеся сосуды снег. Емкости, сосуды. Одно и то же. Там где-то еще белый такой большой таз был у бабушки для стирки. А вон, да, еще ванна одна. И в тазике, наверное, надо набрать. Ждем лето поставить. Ну, еще эти тазики маленькие. Вот большой таз, вот этот белый. Он дрявый. А, он дрявый. Плохо. Да, решили подготовить вот баню с вечера, так как водопровод только летний, воду приходится либо таскать с колодца, либо вот таким вот образом топить снег. Ну все. Всем до завтра. Утром следующего дня уже затопили печь и ждали несколько часов, чтобы она протопилась, обогрелась и растаял снег. Сегодня с утра встал пораньше, сходил в лес, нарубил, наколол, сделал. Ага. Спит-то. Ну, примем, что ли, баньку. Ай, хорошо, улица Сколько, такая. говоришь, градусов вам сказать? 0? Баня была построена года, наверное, 4, ну 5 назад. И за это время мы ни разу не ездили в деревню зимой. Поэтому даже и не знали, как она держит тепло. Ну, заодно и проверим. Что, топится? Нет. Что, плохая идея была снег сюда завалить? Медленно? Ну так, медленно будет таять, нет?
Сколько понадобится ему, чтобы он вырастал? Ну вот эту шершню, как же так вытягивать? Бачок держи. Самки нашли. Зеленые были? Тут нашли в сарайке с дровами старые санки. Посмотрите, какие они резные или ажурные, не знаю, как это правильно назвать. Очень красивые. Правда, немного ржавые. Надо будет летом обязательно их отреставрировать. На санках, наверное, выросло не одно поколение и еще вырастет вот такого отличного качества. Может, еще это принести, чтобы потолще было? Да не надо, здесь деревянные. Мы вообще на пластмассовых ездим. Хотели мы посадить двух девочек вместе одновременно, но Саня у нас запротивилась и решили катать их по очереди. Хорошо, что Мия у нас такая понимающая девочка и умеет ждать своей очереди. Ну а Сане пока еще трудно объяснить, что к чему. Все-таки ей всего 2 года. Вот на эту, на железку. Это надо было отрезать, пока стояли здесь. Погода выдалась отличная. -5, -6 было. Правда, был сильный ветер. Но тем не менее, было приятно прогуляться и самим посмотреть, что изменилось за 2 года, так как мы 2 года уже не ездили в деревню. Если взять официальные данные, то в 2004 году население было примерно в 1000 человек, а в 2014, то есть через 10 лет, уже 600. Сейчас уже 2023 год. Тут уже несложно представить, сколько человек осталось. Я нашел вас. В деревне есть действующий садик и школа. В садиках и школах количество детей уменьшается, и уже не то чтобы на десятки, уже по пальцам, наверное, можно пересчитать. После окончания школы дети обычно уезжают с деревни и только на летнее время приезжают обратно к родителям или к бабушкам и дедушкам. А жизнь свою, конечно, строят уже в более крупных городах. А это пекарня. Такое невзрачное, конечно, здание, но тем не менее еще действующее. Выпекают здесь хлебобулочные изделия. Дети нам рассказывали, что летом даже собирали ягоды, относили в пекарню, а те взамен раздавали им пирожки. Один рубль. Чипсики выбираем. Да. В самом центре деревни находится 2 магазина. Для наших детей, да и для нас самих, русский магазин уже становится деликатесным магазином. Ассортимент отличается от финского. Очень скучаем мы по русской колбасе, сухарикам, печенью. Ну и так долго можно, наверное, перечислять. Дети уже заранее, когда знают, что мы едем в Россию, обычно имеют список вкусняшек, которые они хотят купить в первую очередь в России. Ну, он что-то хиленький, да, какой-то? 25.
Вот в день нашего приезда горел дом. Пожарные машины стояли, тушили. Вот решили посмотреть, что от него осталось. 2 квартиры было. Сгорело. Горело, конечно, все. Здравствуйте. Да. В поселке очень много на данный момент и заброшенных домов. Совсем старенькие ветхие здания администрация пытается сносить, потому что дети очень любят лазить в такие дома, не понимая опасности. Ведь не только может обвалиться такой дом, но темное место может быть убежищем для ядовитых змей. Ну а самое красивое место в деревне — это, конечно, берег реки. Боже, это где? Кто? Кукушка, наверное, там под низом. Смотри, дверь открывается специально для меня. Выбрать? Да? Лёнь, по размеру они все одинаковые, да? Прям, чтобы они были. Хватит? Ну, сколько нести сможешь? Нет. А, это надо вот так думать. Ой, ёшки-матрёшки. Ёшки-матрёшки. Мне нельзя дрова таскать, у меня белые штаны. Давай я отнесу-то. Сама хочу. Снимай меня. Я довольная. С дровами иду. Куда? Дальний пункт. На кухню. На кухню? На кухню. На кухню? Леня, На кухню? нет, эти лучше в комнату. Длинные. Лен, ты не отсюда бери, ты сбоку бери. Катя берет. Там покороче. Я спросила у Лёни, а Лёня сказал без разницы. Ну так-то без разницы, но... Пришло время собираться. Бабушка нас, как всегда, снабдила запасами, за которыми Леня и полез в подвал. В общем, я погружаюсь в этот... погружаюсь... Папа такой погружается в этот, как его... Перза отрастил, да, себе? Там холодно, блин. Оденься. Нормально стало? Ну, смысл, Как большая это будет? Чего? Большая это как будет? Какая большая? Чего Ну бери то, что мы едим, там, если бабушка все равно, значит, огурцы. Мы там все едим. Помидоры мы не едим, огурцы бери. Не лишь. Перза отрастил себе. Ну, если ему, конечно. Чё?
тещи! Тещи! Это тоже тещи! Для тещи. Это, наверное, Марушка-то, она... А там парамониха должна быть, посмотри. Смотрю. Ищу парамониху. Ищу. Где ж парамониха-то? Вот, наверное. Не знаю, что такое. Это ж Ангел Бенц! Это ж Ангел Бенц! Там еще осталось, мама, столько же, только в 3 раза больше. Что делать? Так вот я и говорю, берите. Все, нам точно скажут, что у нас бизнес открыт какой-то. Ребятам по банке давай. Еще берем что-нибудь, Сань? Что-то надо? Думаешь, не надо больше? Может, возьмем сейчас, смотри, Сань. Смотри, твои любимые. Берем? Берем, говорит. Берем, давай. А вот эти, Сань. Сань, вот эти берем? Тоже берем, говорит. Подожди. А вот эти тоже берем? Да. Еще брать? Да все, Лень, все, заканчивай уже. Ты уверена? Приедем, а они выйдут. Там скала. Там скала, но не ходи. Что делать-то? Что делать? Ты пробовал хоть раз? Купил. Ты пробовал хотя бы хоть раз просверлить скалу? Вот так, чисто по-человечески взять и просверлить ее. Перфоратор. Я железо пытался просверлить. И после этого отправляемся в путь. Тоже с ногтями. Чем у нас Дема занимается? Дема играет. Стася у нас тоже играет. Говорят, какие-то игры закачали без интернета. Вай. Что мы делаем? Довольная. Дорога назад у нас была через Петрозаводск. Мы там отдохнули ночь и на следующее утро отправились дальше. А это, кстати, мой дом и родной двор. Здесь я как раз и выросла. И всем большущее спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока.